Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет психологическое видео по вашему запросу. А сегодня поговорим про нарциссов, как распознать нарцисса, кто такой нарцисс, что характерно для людей с нарциссической личностью, какое поведение, как его вычислить, распознать. А ваш вопрос звучал так: как вычислить скрытого нарцисса? Вы написали мне ваш комментарий, есть запрос, есть видео. Ребят, также напоминаю вам о том, что на моем канале есть рубрика «Разбор ваших историй». Ваши истории у меня закончились, поэтому если хотите больше видео на моем канале, пишите ваши истории на разбор в директ Инстаграма. Как это выглядит? Вы пишете мне вашу историю в директ Инстаграма, я снимаю по вашей истории видео, даю какой-то совет, интерпретацию, разбираем, может быть, даже даем советы, вот, поддерживаем друг друга, любим. И все у нас с вами хорошо становится. Спасибо каждому из вас за подписку, за палец вверх, за комментарий. Это помогает продвижению моего канала. Ребят, я извиняюсь, что видео так мало на этой неделе выходило, просто у меня не было тем, и я занималась последним звонком. Итак, давайте поговорим про нарциссов. На самом деле сейчас про это очень много информации и в Инстаграме, и в Ютубе, где угодно, просто в Гугле. Поэтому давайте еще раз поговорим об этом на моем канале в этом видео. Вот это слово «нарцисс» звучит прям как приговор, как диагноз, как будто бы он нарцисс, это ужасно, все, расстаемся с ним, нельзя подходить близко. Нарцисс приравнивается к абьюзеру очень часто в последнее время. На самом деле, давайте в этом разберемся. Во-первых, те или иные нарциссические черты личности могут быть свойственны практически каждому из нас. Тем более, если человек, например, имел тяжелое детство, недолюбленный в детстве, из тяжелой семьи, скорее всего, со стопроцентной вероятностью какие-то нарциссические черты этому человеку будут присущи в той или иной степени. Что значит в той или иной степени? Как это в клинической психологии считается, как это разбирается? Смотрите, есть условная норма, есть патология, я про это часто говорю. Если мы возьмем нарциссизм, да, то он в любом случае будет рассматриваться по шкале от каких-то минимальных таких нарциссических проявлений до максимальных, когда это уже психопат и перверзный нарцисс, так скажем, когда это уже психиатрия, ребят. То есть любая черта может быть в той или иной степени выражена в том или ином человеке. Вот. Между нормой и патологией есть небольшой мостик, который называется пограничное состояние психики, пограничное состояние личности. Это когда человека, то есть совсем нормальным не назовешь, но и психопатом не назовешь. Такой какой-то, знаете, переходный момент между нормой и патологией. Практически в любом человеке в той или иной степени могут быть нарциссические черты. Давайте мы сейчас не будем рассматривать перверзных нарциссов, когда это явная патология, и этот человек может быть и жестокий, и абьюзер, и совершать преступления. Давайте мы это сейчас не будем здесь обсуждать. Вот будем обсуждать, как это в обычной жизни бывает, как это происходит. Во-первых, если мы говорим о нарциссе, принято считать, что это человек, который любит самолюбование, который выглядит как человек с очень высокой самооценкой, который себя очень сильно любит, который хорошо одевается, белозубая улыбка, он входит в помещение, все сразу на него обращают внимание. На самом деле, если мы говорим о нарциссе, нам важно понимать, что такое нарцисс. Это человек, который постоянно колеблется между своей ничтожностью и своей грандиозностью. У нарцисса на самом деле очень и очень низкая самооценка. Внутри себя он чувствует себя в крайней степени ничтожеством. То есть чем ярче нарциссические черты выражены в человеке, тем, скорее всего, тем более ничтожным он себя чувствует внутри себя. Это важно понимать. То есть вот эта нарциссическая самодовольная оболочка – это только оболочка. Естественно, там что-то было в детстве, может быть, холодная мать, может быть, жестокий отец. Знаете, очень часто люди с нарциссической личностью, да, с нарциссическими чертами вырастают в очень обеспеченных семьях. Я вот так живу, наблюдаю, знаете, за обществом, да, за теми людьми, с кем я общаюсь. И вот в семьях, где очень много денег, где материально такие ориентированные семьи, когда
очень мало любви, очень мало тепла, очень мало человеческой поддержки, когда все построено только на деньгах, когда, например, обеспеченный мужчина, женщина-домохозяйка, которая изо всех сил пытается сделать так, чтобы ее не бросили, да, чтобы что-то иметь в этом браке. И вот у них рождается ребенок, на него делают все ставки, этого ребенка в лучшие вузы засовывают, в Лондон учиться отправляют, машину сразу же покупают, лучшие шмотки покупают, гаджеты и так далее, но то есть очень много денег, очень много требований от этого ребенка и совершенно нет человеческих отношений. И вот таким образом вырастает нарцисс. Ну, не только в богатых семьях, естественно, ребят, также и в семьях алкоголиков. Ну, короче говоря, в тех семьях, где не было достаточно теплоты человеческой, принятия безусловного и любви. Потому что только если есть безусловная любовь и безусловное принятие в детстве, человек вырастает с адекватной, хорошей самооценкой. А у нарцисса, как мы с вами только что говорили, самооценки нет от слова совсем, он чувствует себя внутри ничтожеством. Он живет в этом мире и строит отношения в этом мире по какому принципу? Всех окружающих людей, с которыми он так или иначе взаимодействует, он воспринимает исключительно как объекты. То есть вот это вот такая отличительная черта нарцисса – это предметные отношения, если это можно так сказать, объектные, объективация, как это можно еще выразиться, да? Сейчас модное слово такое, объективация. Вот. Нарцисс воспринимает людей, с которыми он строит отношения, только как предметы, объекты для того, чтобы в них отражаться. Я буду смотреть в твои глаза, буду видеть твое восхищение, когда ты на меня смотришь, и моя самооценка будет расти. Ты мне нужна, или нужен. Женщины тоже бывают нарциссами, ребят, не только мужчины. То есть ты мне нужен только для того, чтобы постоянно подпитывать мою самооценку, чтобы восхищаться мной, чтобы делать так, как я тебе скажу, чтобы слушаться меня, чтобы отказаться от своей собственной жизни для того, чтобы моя жизнь была лучше. Вот такие вот внутренние запросы есть у нарцисса по отношению к окружающим его людям. Поэтому, если мы рассматриваем нарцисса в контексте отношений, ну, например, мужско-женских или там, ну, мужско-женских, ребят, в 20-21 уже не очень корректно говорить, потому что отношения бывают мужско-мужские, женско-женские, ну, я имею в виду, как это назвать, в близких, да, отношениях, в партнерских. Если мы рассматриваем нарцисса, то нарцисс четко выбирает для себя партнера. Его партнер никогда не будет человеком с адекватной самооценкой, самодостаточный, потому что рядом с самодостаточными и такими уверенными в себе людьми нарцисс мгновенно чувствует свою ничтожность. К таким людям он близко не подходит. Он выбирает людей с низкой самооценкой, неуверенных в себе. Это именно та пища, которой он питается. Потому что нарциссу нужна жертва, нужно зеркало, в котором он будет бесконечно отражаться. Человек ни в коем случае не должен быть лучше, чем он сам. Это как правило, но хотя бывает и другая ситуация, такое нарциссическое расширение, об этом поговорим чуть позже. Кстати, ребят, в конце этого видео поговорим, как распознать скрытого нарцисса. На примере кинофильма советского одного, мне тут в голову пришла мысль одна. И вначале, когда нарцисс с вами знакомится, например, а вы такая вот жертва, ну, господи, ребят, что тут говорить, у нас в России крайне сложно найти людей с адекватной самооценкой, с уверенных в себе, с четкими опорами по жизни и таких, знаешь, самодостаточных. Практически 90% людей в нашем постсоветском обществе страдают низкой самооценкой, поэтому если человек нарцисс, ему вообще не проблема найти свою жертву. И вначале, когда только вот начинаются какие-то ухаживания, лучше, чем нарцисс, ухаживателей просто ты не придумаешь. Это будут комплименты, это будут цветы, это будет все очень красиво, цветы каждый день, дорогие рестораны. Нарцисс, даже если у него нет много денег, будет делать вид, что у него очень много денег, он будет последний тратить, чтобы произвести впечатление. Для чего? Он будет себя показывать с самых лучших сторон. Но на самом деле любые люди, когда вступают в отношения, показывают себя с самых лучших сторон. Но нарцисс как-то это делает очень красиво. То есть, если вы когда-нибудь... женщина, которая хоть раз в жизни была в отношениях с нарциссом, вряд ли это когда-нибудь забудет. Вот те ухаживания, которые он делал. Потому что лучше него это просто никто не делает. Вот. И
Соответственно, таким образом нарцисс заманивает вот эту жертву к себе в логово для того, чтобы дальше ее там использовать в своих целях. Что происходит дальше, когда отношения уже сформировались? Через какое-то время человек с нарциссическим, так скажем, с нарциссическим вектором, да, в своей личности будет подрывать самооценку того человека, с кем он вступил в отношения. Но жертва, давайте будем так называть, жертва нарцисса будет помнить вот эти красивые ухаживания и красивые слова, и какое-то время, и то есть в какой-то момент этих отношений она начнет сталкиваться с чем? С обесцениванием, с манипуляциями, с агрессией, то есть любое проявление жертвы как отдельной личности будет жестко подавляться, самооценка будет подрываться, то есть нарцисс будет говорить, что ты как-то не так выглядишь, ты слишком толстая, ты слишком короткая, а вот здесь-то у тебя что-то не так во внешности, да и не такая-то ты умная. Подрывать всячески самооценку своей жертве. Вы можете спросить, почему жертва не уйдет сразу? Потому что, понимаете, когда ты ни о чем не подозреваешь, попал в отношения с нарциссом, какое-то время ты будешь помнить о тех красивых ухаживаниях, которые были в начале. И ты будешь не верить своим глазам, что же происходит сейчас, и будешь ждать, когда же вернется так, как в начале. Но так, как в начале, не вернется никогда. Все будет только хуже, хуже и хуже. То есть за счет унижения своей жертвы и подрыва ее самооценки нарцисс повышает свою самооценку и свою значимость. Потому что не забываем о том, что внутри себя он на самом деле очень ничтожный и маленький человечек. А что еще свойственно, характерно нарциссической личности? То есть если вот этот нарциссический вектор ярко выражен, чем ярче он выражен, да, тем менее способен человек к эмпатии. И вообще человеческие чувства, вот этот мир человеческих чувств, переживаний, каких-то душевных терзаний, тем дальше вот от этого всего этот человек находится. То есть он на самом деле не понимает, что значит радоваться, он не понимает, что значит искренне грустить. У него нет этой опции внутри, там пустота, то есть он не может почувствовать твои чувства, у него нет эмпатии, он не может сопереживать. Ну, это связано, естественно, с опытом этого нарцисса в детстве, скорее всего, он рос там в семье с холодными родителями, где его никто не любил. Но это не важно. Жестокий и холодный. То есть, например, глядя на маленького ребенка, в нем это не вызывает никаких чувств. Глядя на маленькое животное, котенка или щеночка, у нарцисса будет скорее отвращение, чем умиление, да, может быть, ничего не будет. Для него это все предметы. То есть люди предметы, животные предметы, это не живое. У него, как сказать, вот отсутствует жизнь в нем, понимаете, вот это чувство, ощущение чего-то живого. Он сам холодный, он себя воспринимает как объект, как предмет, да? Так он воспринимает и окружающих людей. Поэтому, там, если вы в отношениях с нарциссом, вы можете расстраиваться, плакать, вы можете рассказывать ему о своих переживаниях на работе или там где-то в жизни. Это не будет находить отклика в этом человеке. Максимум, что он может сделать, это симитировать эмпатию. Но на самом деле в глубине души вы всегда будете чувствовать, что вас не слышат, что ваши чувства не могут разделить. Вы будете чувствовать внутри вот этот холод, который исходит от этого человека. Пожалуй, для меня вот это основные черты, которые характерны нарциссической личности. Интересно вам или нет, пишите в комментариях. Ваш вопрос в комментариях был, как распознать скрытого нарцисса. Когда я услышала этот вопрос, в этот момент там, я была на работе, у меня на работе шел фильм «Служебный роман», советский фильм Эльдара Рязанова. Ну, я уж думаю, вы все знаете этот фильм прекрасно. Кто из этих персонажей мужского пола в этом фильме такой скрытый нарцисс? Вы можете сказать: Самохвалов. Я с вами не соглашусь, ребят. Я вот сидела вчера на работе, смотрела этот фильм, я смотрю на Новосельцева, я вижу в нем нарциссические ярко выраженные черты. Это типичный, вот если вам интересно, такой скрытый нарцисс. Скрытый нарцисс. Потому что в нем больше вот этой низкой самооценки, казалось бы, но внутри него сидит нарцисс. Давайте я вам расскажу, почему я так думаю, почему я так считаю. Во-первых, завести роман с директором такого огромного учреждения,
это уже само по себе нарциссический акт, понимаете? То есть это типичное такое нарциссическое расширение. То есть я маленький, я ничтожненький сотрудничек, не обладающий ни внешностью, ни особым умом и талантом, и я завожу отношения не абы с кем, а с самим директором нашего учреждения, понимаете? Я еще делаю так, что этот директор постоянно плачет, за мной бегает и стесняется рядом со мной. Вы же помните, как там это все происходило, с чего началось их знакомство. Людмила Прокофьевна сидела, никого не трогала в комнате. Она не собиралась ни с кем общаться, знакомиться и строить какие бы то ни было отношения. Новосельцев начал к ней приставать, заходить в комнату, нарушать ее границы, предлагать ей с ним пообщаться, на что она, естественно, его пыталась, она пыталась по максимуму сохранить свое одиночество. Она не должна была с ним общаться на самом деле, она никому ничего в этой жизни не должна. И после того, когда она его несколько раз отвергла, он что сделал? Он испытал прям типичную нарциссическую травму, то есть ему не пришла в голову мысль, что, возможно, у Людмилы Прокофьевны свой интерес, может быть, она хочет посидеть одна, что он нарушает ее границы. Такие мысли в голову ему не пришли. Он в этой ситуации видел только себя, свое эго, свою самооценку, что им пренебрегают, и это отличительная черта любого нарцисса, он везде и всегда видит только себя, только свою сторону. Есть я, все остальное предметы, для того, чтобы мне было хорошо. И он не выдержал, и он ее при всех сотрудниках, при всем коллективе, он устроил скандал и обозвал ее всякими последними словами, унизив ее при всех. Да? То есть это такое прям, вот знаете, нарциссическое поведение, ребят, я вам хочу сказать. Нарциссическое, даже психопатическое, где-то. Вот. И что было дальше? Почему? То есть нам режиссер этого фильма пытается показать, что это такой мягкий, добрый человек. На самом деле нет. Нет, ребят, на следующий день, когда он пришел к ней извиняться в кабинет, он делал вид, что он пытался прикинуться ветошью, что он такой, знаешь, скромный, сел на краешек стульчика, знаешь, не мог подобрать слова. И когда Людмила Прокофьевна начала отстаивать свои границы и говорить, что мне не понравилось, что вы вот так вот меня обозвали, я с этим категорически не согласна. Все это возмутительная ложь, она пыталась отстоять свою честь, как-то вот свои границы. Что начал делать Новосельцев? Он начал вести себя как типичный нарцисс. Он начал ее троллить. Ей было больно, неприятно, но все эти чувства до души Новосельцева ведь не доходили. Ребят, пересмотрите в следующий раз этот фильм. Он не чувствовал ее боль. Он извинился раз, и дальше он начал ее троллить. Как? Какие-то словечки говорить, не сухая, а мокрая, мы вас очень любим, где-то в глубине души, где-то очень глубоко. То есть, понимаете, разве так люди просят прощения? Как просит прощения искренний человек, не нарцисс? Он приходит и говорит: мне очень жаль, я, наверное, нанес вам ущерб, я вел себя некрасиво, неприлично, впредь этого больше не повторится, прошу вас меня простить. И все остальные претензии он выслушает и будет все равно испытывать эту вину и до последнего извиняться. Но Новосельцев, как нарцисс, скрытый нарцисс, он нет. В итоге с ней начинается истерика, потому что ее не слышат. Это вот прям типичные отношения между нарциссом и жертвой. И что начинает происходить дальше? Дальше он опять ей двойные послания посылает, то цветы принесет, потом говорит: нет, это не я. И вот эти вот все манипуляции, что жертва, Людмила Прокофьевна, женщина, у которой давно не было отношений, попадает в эту ловушку, и все, она уже хочет с ним быть в отношениях, она уже хочет ему нравиться, она уже испытывает низкую самооценку такую, что, надевая платье, она стесняется: как я выгляжу нормально, может быть, мне все это не идет, ла-ла-ла. Вы все это прекрасно помните. И еще почему я считаю, что он вел себя как скрытый нарцисс, это в самом конце этого фильма, когда Людмиле Прокофьевне рассказали, вот эту всю правду, что он с ней только из-за должности в отношения вступил. И она очень хорошо сыграла, Алиса Фрейндлих она так сидит, и прям вот видно, что у нее все упало, понимаете, то есть все пропало, все упало, она испытывает боль, тупик, такой ступор, и Новосельцев, когда приходит, и она ему это говорит, что, мол, ты из-за должности со мной, что он начинает делать? Он как-то, он понимает ее чувства вообще,
ну, он на минуточку вообще встает в ее шкуру, что вот она сейчас чувствует? Что она директор, что ее разводили из-за должности, да, на чувства. Нет, ему все равно на ее переживания. Он озабочен своей фигурой. И он начинает хамить, орать, обзывать ее дурой, обзывать ее мымрой в самом конце. И, естественно, в этом фильме нам это все преподносится как комедия, но на самом деле, ребят, ничего смешного. Ну вот представляете, если у вас близкие и теплые отношения с человеком, у которого достаточный уровень эмпатии, вы чем-то расстроены, до вас донеслась какая-то сплетня, и вы расстроены, да? Вы сидите, перевариваете это. Если это близкий человек, вы с ним делитесь, ну, наверное, он как-то вас попытается понять, что вы чувствуете, поддержать, объясниться, взять паузу в конце концов, дать вам время прожить свои чувства. Либо человек начинает на вас бросаться, обзывать вас дурой, мымрой и скандалить и так далее. Что это за поведение такое? В общем, вот такое у нас с вами сегодня было видео про нарциссов. Если было интересно, пишите в комментариях. Может быть, еще какие-то есть у вас вопросики по этой теме, тоже пишите в комментариях. Пишите ваши истории на разбор в директ Инстаграма. Ставьте лайк. И пусть у вас все будет хорошо. Пока.